Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, привет всем! Сегодня ко мне приезжают мои дети и внуки, и мне надо приготовить что-то быстро на обед. Вот у меня есть такой кусок шеи, и из этого куска шеи я решила сделать мясо по-французски. Для меня мясо по-французски это, конечно же, быстро и вкусно. Давайте готовить. Для начала я возьму мясо. И вот видите, оно у меня как бы вот так, можно его разделить на две половинки. Вот по вот этим соединением мы его и разрежем. Далее нарезаю мясо на ломтики толщиной примерно полсантиметра, можно чуть больше. Волокна мяса идут вдоль куска, поэтому поперек волокон будем нарезать кусочки. Теперь молоточком отобьем все, что мы нарезали. Друзья, я взяла противень, нужный мне по размеру, заслала пекарской бумагой. Теперь я налью немного растительного масла и размажу его кисточкой. И теперь каждый отбитый кусочек мяса я буду укладывать на противень, тем самым понимая, какое количество мяса мне нужно отбить. Друзья, вот так я уместила на противне кусочки, которые я нарезала. Они практически все поместились. Следующий шаг — это нужно посолить и поперчить мясо. Я всегда это делаю только с одной стороны. Сильно не усердствуя, потому что еще у нас будет участвовать в процессе майонез. Поэтому майонез тоже подсоленный. Поэтому нужно вот это все учитывать. Лук я взяла вот такой крупный фиолетовый, разделю его пополам и каждую половиночку нарежу тоненькими долечками. Друзья, для этого блюда нужно выбирать сладкий и вкусный лук, поэтому мой выбор пал на фиолетовый лук. Теперь я выкладываю ломтики лука так, чтобы он максимально покрыл площадь мяса. Друзья, ну а теперь все просто. Берем упаковку от майонеза, срезаем уголочек и наносим сеточку на мясо. Далее натрем 150 грамм твердого или полутвердого сыра на свекольную терку. Друзья, сыр я натерла, вот примерно столько у меня его получилось. И теперь я щедро посыпаю наше блюдо сыром.
Друзья, ну вот и все. 180 градусов духовка. И где-то на 15-20 минут, в зависимости от того, какая у вас будет получаться корочка. Как корочка начинает золотиться, сразу достаем. Ни в коем случае нельзя пересушивать мясо в духовке. Друзья, ну вот так у меня запеклось мясо. Румяное, красивое, сочное. Теперь можно гарнировать блюдо и наслаждаться его вкусом. Ну а я, друзья, как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк. До скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.